Здравствуйте, дорогие друзья! Я рада вас приветствовать на моем канале. Сегодня в данном видео по многочисленным просьбам, поступившим мне в комментариях, я готовлю знаменитые немецкие гиммельсторты. Это название переводится как «небесный торт». Торт готовится предельно просто, из самых простых продуктов и доступных продуктов, и получается без преувеличений, необыкновенно вкусным. Торт, который не требует долгой пропитки, он готовится, буквально на час убирается в холодильник, и его уже можно подавать к столу. Итак, для коржей мне понадобится разделить 6 яиц на желтки и белки. К желткам я сразу сейчас добавлю 2 полноценных яйца, то есть 6 желтков и 2 яйца здесь понадобится для теста. Отставлю пока в сторону, потому что сначала я буду взбивать белки. Здесь 180 грамм муки, 20 грамм кукурузного крахмала и 1 чайная ложка, примерно 5 грамм разрыхлителя. Все это перемешаю, отставлю пока в сторону. 6 белков, 16 грамм ванильного сахара, маленькая щепотка соли. Начинаю взбивать белковую массу до состояния такой пивной пены. И сейчас постепенно туда ввожу 160 грамм сахара. Взбивать белковую массу я буду примерно около 5 минут. Все это будет зависеть от вашего миксера. Она хорошо должна будет держать форму. Будет такой белый, глянцевый. Здесь миксер у меня маломощный, примерно 300 Вт, не более. На нем написано, что он 300 Вт, но больше он просто не потянет. Обычный совершенно миксер. Отставляю пока белковую массу в сторону. Теперь буду взбивать уже массу на тесто. Итак, здесь 6 желтков и 2 яйца. Разбиваю пленочки у желтков. Добавляю туда сейчас щепотку соли. Небольшую щепотку соли нужно брать. 16 грамм ванильного сахара. 200 грамм сахара порциями туда ввожу. И все это взбиваю минуты 3. Больше здесь взбивать нет смысла. Вот такая пышная масса должна получиться в итоге. Здесь у меня 200 грамм размягченного сливочного масла. Форма здесь у меня будет большая, 26 сантиметров в диаметре, поэтому и продуктов я беру много здесь. Примерно 3 минуты я взбивала вот так до побеления масла. Добавляю туда по 1 столовой ложке и просто перемешиваю. Ничего здесь долго не взбиваю. То есть в яичную смесь я добавляю по 1 столовой ложке взбитого уже сливочного масла. Объединяю сейчас все эти массы. Вот такая пышная смесь получается. Просеиваю туда всю сухую смесь, которую мы приготовили в начале. Просто перемешиваю опять. Ничего здесь уже не взбиваю. Никакой жидкости я дополнительно не добавляю. Сейчас в конце добавим сок лимона. Будет изумительно вкусное тесто. Цедру половины лимона я туда натираю сейчас в тесто. Лимон достаточно крупный у меня здесь, смотрите. То есть цедру снимаем так до появления белого слоя. То есть слегка, кто не знает, как ее снимать, то есть чтобы у вас белый слой, который горчить будет, не попал в тесто. И сок половины лимона я выжимаю в тесто. И просто все перемешаю, ничего взбивать больше не буду. Духовка у меня уже разогрета на 160 градусов Цельсия. Формы я уже заранее приготовила. Я буду здесь использовать 2 формы по 26 сантиметров в диаметре. Буду в один прием выпекать сразу 2 формы.
Форма у меня здесь обычные кольца кондитерские, я их застелила фольгой. Разделила тесто так примерно на 2 части равные. Распределяю сейчас по формам. Духовка у меня разогрета на 160 градусов Цельсия. Выпекать буду с конвекцией. И сейчас также меренговую массу разделяю на 2 равные части. Выкладываю одну часть на один корж, а другую на другой. Если у вас нет 2 форм и вы не можете выпекать все сразу, лучше тогда замешивать 2 раза тесто. Здесь я не вижу другого выхода, чтобы у вас меренга не опала, то есть лучше сделать дважды. Выпекать я буду на 2-м уровне снизу и на 4-м уровне снизу эти коржи. Сейчас посыпаю здесь миндальными лепестками, они обязательны в этом рецепте. Вы, конечно, можете заменять другими орехами, но это уже не будет немецкие химмельсторте. И убираю сейчас выпекаться примерно на 35 минут. Сразу обе формы выпекала сразу с конвекцией, и когда прошло примерно 25 минут, я их поменяла местами. То есть верхнюю форму я поставила вниз и нижнюю наверх. Если у вас нет конвекции в духовке, следует выпекать тогда эти коржи при температуре 175 градусов Цельсия, режим вверх-вниз, соответственно без конвекции, примерно 25 минут. И тогда лучше выпекать по одному коржу, если у вас духовка не печет или вы не уверены, что она будет печь у вас сразу 2 коржа. Сейчас даю им остыть до той температуры в формах, чтобы я могла уже до формы дотрагиваться, и сразу их извлекаю из формы. Здесь, конечно, можно использовать и обычные формы с дном, все, что вам нравится, все, что у вас есть под рукой. Главное здесь соблюдать температурный режим. Если у вас форма с дном, соответственно, их можно застелить просто бумагой для выпечки. С боков форму не стоит ничем смазать, потому что масла много в тесте. Идеально хорошо отделяется корж от фольги. И сразу приготовим крем. 200 мл очень холодных сливок для взбивания, 16 грамм ванильного сахара, 16 грамм загустителя для сливок. Сливки у меня здесь 30% жирности. Сметану здесь добавляю 30% жирности. Можете брать отвешенную сметану, то есть все на ваше усмотрение. Но сметана должна быть жирная и такая плотная. Сейчас все это просто перемешала, чтобы именно загуститель разошелся для сливок, чтобы он потом не пошел комочками у нас в массе. 300 грамм очень холодного тоже творожно-сливочного сыра туда добавляю, также перемешиваю. И сразу же сейчас туда добавлю 60 грамм сахарной пудры. И буду взбивать до устойчивых пиков. Крем получится плотный, он будет держать форму. Если у вас только сметана, вы не хотите использовать творожно-сливочный сыр, в этом случае, конечно же, следует отвесить эту сметану. Как отвешивать сметану? Пожалуйста, посмотрите в интернете. Масса видео существует, как отвесить сметану. Итак, вот такой плотный крем получился. Все продукты были очень холодные. Выкладываю сейчас на нижний корж половину крема. Если вы хотите этот торт собрать и подавать его гостям только на следующий день, допустим, не сразу его кушать, хотя его можно и сразу кушать, корж изумительно вкусный сразу получается, я бы не советовала тогда в том случае при длительном хранении торта покрывать первый корж, то есть нижний, который мы будем использовать вниз, также орехами. А лучше орехи тогда все распределить на верхний корж, потому что сейчас, постояв примерно 4 часа в холодильнике, они начнут у вас отсыревать от крема. Здесь у меня 200 грамм свежей малины. Вы можете использовать замороженную малину, можете использовать другие ягоды, но химмельсторте идет, конечно же, с малиной. Малину можно брать абсолютно в любом состоянии. Вы можете даже взять малиновое варенье, если у кого-то нет. Но лучше, конечно, брать именно кислую малину. Перетертую ее можно брать как-то там с сахаром, но не очень сладкую. Разровняла крем, вторую половину крема выложила
и выкладываю уже второй корж. Разравниваю и сейчас уберу все это в холодильник примерно на час. Больше здесь мне не понадобится. Провел у меня торт около часа, даже чуть поменьше в холодильнике. Я его сразу нарезаю. Нарезаю его большим ножом. Его можно прорезать было изначально. Это делается обычно для кондитерских, для булочных, чтобы были порционные кусочки. То есть сразу верхний корж нарезать можно было и выложить уже треугольничками на верхний корж. Это делается просто для удобства именно в общепите. Дома вы можете нарезать как хотите. Удивительно вкусное сочетание всех продуктов и способов, которыми они были приготовлены. Слегка похрустывающая меренга сверху, миндальные лепестки, малина, которая дает такую незабываемую кислинку, легкая нотка лимона. Очень советую приготовить. Именно вот по этому рецепту. Рецепт очень удачный здесь у этого торта. Если хотите маленький тортик на 20 см в диаметре, следует уменьшить все продукты вдвое. И я надеюсь, что видео было полезным и познавательным. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Я всем желаю больших успехов и до встречи в новых видео.